Ходил на Пик-Эдельвейс. Сначала на канатке от Медео доехал до Шимбулака, затем до Толгарского перевала и по северо-восточному гребню поднялся на гору. Полюбовался на окружающие виды и по пути подъема спустился назад. Перевал Толгарский большой. Сегодня хочу подняться на Пик-Эдельвейс. Уже немного поднялся. Сейчас буду обходить эти снегоуловительные установки. В зимний период здесь очень лавиноопасно, поэтому установлены такие ограждения для того, чтобы задерживать снег. А так выглядит эта конструкция вблизи. Солидно выполненная. Ага. Бетонное основание. Это правильно. Она должна удерживать многие-многие тонны снега. Вершину, естественно, еще пока не видно, даже близко. Вдоль снеголовушек есть слабо натоптанная, но различимая тропа. Склон крутой, найти удобно. Тяжеловастенько идти. Подъем крутой. Вот так удобно отдыхать. На палке попрешься, как это сказать, встанешь в такую позу полусогнутую. Быстро силы восстанавливаются и дыхание. Прошел снеголовинные ловушки и повернул от них налево. Как я уже говорил, тропа прослеживается. Погода постепенно портится. По прогнозу с 11 уже есть вероятность дождя. Наверное, будет. Посмотрим, что у нас в эту сторону открывается. О. Виден город. Кумбель. Какие скалы красивые. Естественно, вправо ни в коем случае нельзя уходить. Все время по гребню слева. Это еще не вершина, но очень красивый жандарм, впечатляющий. Сейчас будем его слева по гребню обходить. Прошел уже примерно половину пути. Здесь высота над уровнем моря 3370 метров. Внизу виден камень Зимина, озерцо. Кто-то стоит там. Видна палатка. Видны люди, идущие к леднику Богдановича. За мной люди идут. Внизу такая пропасть. А вот уже показалась и вершина. Вид в обратную сторону. Обошел этот жандарм слева. И впереди вершина. Заключительный участок. В лоб лезть не надо, там немного слева надо обойти. Там будут осыпи. Я уже бывал на Эдельвейсе, но только
много лет назад и поднимался на него оттуда, можно сказать, с юга. Там неудобно совсем. И в тот раз был в полном тумане. Надеюсь, сегодня погода позволит разглядеть окрестности, полюбоваться. А на подъеме уже ближе к вершине есть крутые участки с осыпью подвижной. Будьте осторожны, не спустите друг на дружку. Здесь есть и крупные такие камешки. Снимал примулу и на задний план не смотрел. Лишь дома увидел. И показалось, что за мной наблюдал какой-то зверь. На севере видны дожди. Внизу Чимбулак. Скоро и здесь, наверное, будет что-то. Это мои попутчики идут на гору. Вон видна палка на Эдельвейсе. Как и обещал прогноз, пошел дождь. Гора совсем близко. Сейчас надену дождевик. За 2 часа, пройдя километр с небольшим, поднялся на Эдельвейс. Высота 3596. Чимбулачка напротив, примерно на 100 метров ниже, проще. Это она будет писать объяснитель, мне выплачивать бабки. Есть люди. Бабка будет выплачивать бабки, потому что... Пикабая, школьник, физкультурник и так далее. А в прошлый раз я оттуда поднимался. Оттуда потруднее, конечно, покруче. Со стороны Талгарского перевала проще. Табличка, не прибитая, правда. 3573, у меня 3596 показал. Ну, это палка, шест. Он так и был здесь. Ну, пропасти, конечно, тут нехилые. У меня уже 17. Перекус. Лоранский пирог. И сладкий пирог. Не знаю, как он называется, но очень вкусный. И водичка. Так, сейчас мы будем авторежим делать, конечно. Мы сейчас делаем другое. Ты нормально все? Да. Молодец. Дрон летает. DJI. Совсем распогодилось. Уходить неохота, конечно.
Хочется любоваться и любоваться. Вертолет летит со стороны Абая. Пик Комсомола виден. Из-за Чкалова выглядывает. Карлытау. То есть из-за физкультурника. Там вертолет. Физкультурник. Чкалова. Эдельвейс не намного выше, чем Булачки, но посложнее. Наверное, поэтому он не столь популярен, как Чимбулачка. Там просто настоящая тропа-дорога протоптанная, а здесь нет. Осыпи, скальные участки. Но все простое, просто надо идти и соблюдать осторожность. И, естественно, в зимнее, в весеннее время склоны очень лавиноопасные. Спускаюсь по тому же пути, по которому и поднялся. Внизу уже толпы, хотел сказать, праздно шатающихся, отдыхающих, тоже туристов. Они тоже поднялись на высоту почти 3200 метров. Тоже достижение. Последняя снеголовушка. Почти спустился. Честно скажу, прям не хочется. Но надо. Спустился с Эдельвейса. Спуск очень легкий. Никаких проблем. Главное быть осторожным там, где осыпи. Краткие итоги. Гора Эдельвейс – замечательное место, которое надо обязательно посетить. Это, пожалуй, самый высокий трехтысячник рядом с Алматы, на который можно подняться всего за час-два. Но не самый легкий. Самый легкий – это, наверное, Чимбулачка. И все это благодаря канатке, которая поднимает на высоту почти 3200 метров над уровнем моря на точку старта. Остановка на Медео. Вон он, пик Эдельвейс.